Ну вот. Провизией затарился. Водички попил. Оружие есть. В добрый путь, пожалуй. Опять. Пожалуй, долутываю вот эти машинки. И, вероятно, я отправлюсь в Дубово. Там, собственно, ничего особо-то нету. И лутать особо нечего. Но оттуда, наверное... Так, фонарик. С батарейкой. Так, очки. Вот, наверное, так оно будет профитней даже пока что. Вай, светло как. Ну ладно, хрен-то с ним. Пока пойдет, потерплю. Будет опасная ситуация, одиночки. Так, вот вижу, что-то уже валяется. Валяется 9 на 17 на ПП. 9 на 17 на ПП. Я, пожалуй, магазин выкину. 9-19. Блин, а у меня столько... Че? Че? А, во, я уж испугался. Нет, не работает. Жалко. Короче, двигаю в Дубово. А оттуда, скорее всего, пойду в Могилевку. Не знаю, что меня там ждет и дойду ли я вообще до туда. Но пока моя цель будет такая. Сильно далеко заглядывать не буду, потому что, ну, не вижу смысла. Один раз как-то я уже поглядел. И разглядел там берега. В общем, как-то так. Дойду, значит, там и увидимся. Ну а нет, так судьба такая. Так, ну место выглядит интересно. Я сейчас в дубках, собственно. Ну и тут не наблюдаю зомбей, что уже мне нравится. Много тачек. Со всяким лутецким. Ну или без него. И вон там вон медицинская палаточка. Что тоже мне нравится. Ну и, кстати, тут вообще все в аномалиях. Так что надо бы аккуратненько бегать. Тут я пролез, смотри-ка. Картошечка высушенная. Блин, жалко, что высушенная на самом деле. Я вот пока сюда бежал, из-за сгухи, который съел, выпил почти половину своей запаса воды. Теперь боюсь. Как бы не повторить мой прошлый опыт. Колоночкой. О, еще бинтик. А я тот начал как бы. Челика перевязал. Да и в принципе, чё бы и нет. Ну ладно, человеку помог. Хорошее, оно всегда воздается. О, бар. Фига себе. Никогда раньше не замечал этой таблички. Так, ну Дубово я пролетел, вглубь я вообще... Ну или Дубки, Дубово. Дубки. Вот, к примеру, тут Дубки. На карте Черноруссии еще как бы старое название Дубово или новое, не знаю. Ну, скорее всего, старое. Ну, а это должна быть дорога на Могилевку, я так понимаю. Да? Надеюсь, не обманет меня. Приведет куда надо. Или в колхоз. Да нафига мне колхоз? Надо в Могилевку топать. И, кстати, по пути будет лагерь. Холодный. А оно мне надо?
Оружие есть, как бы все есть. Курица до сих пор высушенная. Кстати, ну ее нафиг. То еще съем ненароком. Пусть лежит. Зверье покормит. Надеюсь, его тут нет. А то это плохо. Не, в лагерь не пойду. Ну, я хочу пожить чуть-чуть подольше, чем полчаса. Хотя у меня есть тетрик в то же время. Там, как бы, воспаление легких для меня не проблема. У меня есть антитоксин, кстати говоря, даже. Поэтому я могу влупить хоть всю упаковку тетрика, а потом заправиться антитоксином, и все будет в шоколаде. Но, опять же, как это было со 113-м, я тоже был вполне за себя спокоен. Но мое спокойствие меня подвело. Все-таки Days это та игра, где надо всегда быть, не знаю, начеку. Все время параноить насчет каждого куста, особенно в ПВП. И это реально работает. Спасало жизнь неоднократно. Ну ладно, это все разговоры. А я пойду лучше. Чувачок стоит. Может его причекрыжить разочек? Из-за чего? Из вот этого. Тут, по-моему, не должно быть нигде зомбарей поблизости. Блин. Обыскивать уж его не буду. Ни хрена себе она. Вот это, ё-моё, громкость. Вот это херанул, так херанул. Так. Лучше ее в руки не брать пока. А вот и Могилевочка. Дошел живой-здоровый. И тут зомбарь гуляет. Гуляет зомбарь. Пора активировать режим скрытности. Ну и смотреть, что тут у нас имеется. Еда, возможно. Так, значит, у нас тут Могилевка, да? Угу. Стало быть, что я от нее хочу? Наверное, немного всего. Ну, как минимум наполнить флягу. Так, я надеюсь, я не блевану сейчас. Надеюсь. Да, надо мне наполнить флягу. И не попасться, постараться на 1,5. Где у нас церковь? Церковь у нас вон там. Значит, мне куда-то по дороге после церкви. Бабуля. Что-то я уже перехотел туда идти. Пойдем туда. Наверное, пробегусь через вот этот вот колхоз или что это. Минуя церковь. Подальше как-нибудь обойду ее. Пройдусь вон там вот. Посмотрю окраину. На колонку, если таковая, по-моему, была. Да, была около магазина. И, блин, она на самом деле рядом с церковью. А вода мне надо. Повторять историю я не хочу. Ну ладно. Попробуем. Попробуем наполнить. Таблеток у меня, по-моему, не было. Обеззараживающих. Вроде бы нет, да? До хрена тетрациклина. Я вот, кстати, не помню, работает ли тут такая фишка. По-моему, не работает. То, что можно было съесть то ли тетрациклинку, то ли витаминку и прямо из болота пить. Без страха и упрека, так сказать. Но, по-моему, тут такая фигня не сработает. А вот на ванилке там, кстати, очень иногда выручает, что можно даже вот
По-моему, витаминку все-таки съедал. И можно было хавать там сырые кишки, сырое мясо. Да, кстати, кишки можно было хавать, что очень выручало, опять-таки, повторюсь. Там, когда нету времени вот там вот жарить, парить, да и к тому же это палево. Особенно-то при условиях ПВП. То вот такой метод очень помогал. Да, ну а я буду двигаться вот туда сейчас. Наверное. Ага, вон магаз. Значит, там где-то колонка поблизости. И на самом деле я тут подумал, что почему бы не попробовать дойти вот напрямую до алтаря. В принципе, я там еще ни разу не был. И, скорее всего, вот прям в этом сезоне, в какой-то весенний, получается. Картофель высушенный. Но пока есть не буду. Знаю я ваши приколы вот с этой вот высушенной фигней. Да, так это, скорее всего, последняя серия этого сезона. Ну и так как ничего особо творить я тут не собираюсь, то, ну, чисто для ознакомления, почему бы не сходить на алтарь. Во всяком случае, попробовать до туда добраться. Слышал я такие истории, что на алтаре хоть и сейф-зона, но там ни хрена не безопасно на самом-то деле. Что там, в принципе, откинуться можно, ну, с таким же успехом, как, не знаю, вот в этом городе, к примеру. Также могут набежать всякие неприятности. Ну, зомби, конечно, там, по-моему, нету, но полтеры, вот всякая такая дребедень, бывает, наведывается. Так что там тоже надо держать ухи востро. Охотничьи штаны. Но со штанами у меня проблем нету. Как бы все шикарно. Колонка. Моя цель колонка. Так, колонку вижу. Картофелину, наверное, хаваю. Сейчас захаваю картошину. Потом отопьюсь. Наберу флягу. И свалю. План такой. Ну все. Попил, поел. Пора валить. Рвота подступает. Зашибись, попил. Хотя попил я ровно 9 глотков, как обычно. Наверное, блин, картофелин вот это вот сказалось. Неприятно на самом деле. Все, что съел, сейчас выйдет. Что это? Компас. Компас, наверное, даже... Ага, здрасте, здрасте. Через масочку хорошо проходит. Замечательно прям. Ну, еды немного ушло, на самом деле, но все равно обидно. Компас я возьму. Только потому, что его могут спереть. А без компаса как-то, ну, непривычно, неуютно. Неудобно. Так, пойду в том направлении. И там, по-моему, где-то у меня дорога как раз-таки в нужную сторону. Сейчас залутаю все эти домики. И посмотрим. Вышний новый собор. Так. А мне ведь как раз надо Вышнее, по идее, чесать. Как раз я пойду в Вышнее, потом я пойду... А, наверное, потом до собора и пойду. А до какого посмотрю. Может, в старый пойду, а может и в новый. Ну, там просто ближайшая прямая до алтаря. Как-то так. Ну и что же, выходим мы из Могилевочки, значит, направляемся напрямую к Вышнему. До свидания, Могилевка. Здравствуй, Электро.
Батарейки у меня нормально. Заряжены. Даже не потратил. Даже в прицеле. Кстати, у меня дозиметр был. Могу, если что, и мяском позабавиться. Не забыть бы только. В церкви я не ходил. Ну ее нафиг. Наверное, встретимся уже в Вышном. Ну, вот и Вышная. Здесь, наверное, я тоже чуть-чуть пригублю. Водички в плане. Если удастся. Уже вижу зомбарей. Насчет полтеров. Ну, церквей здесь нет. Но, честно говоря, хрен его знает. По крайней мере, зомбей здесь уже 2 штуки я видел. И может быть здесь даже больше. Так что быстренько пробегаюсь и валю дальше. Блин, желтое яблоко. Чё-то как-то не очень у меня дела обстоят. Даже картошина не помогла. Надо быстрее куда-нибудь двигать. Куда-нибудь сейчас посмотрю куда. Так, старый собор строго на север. Мне кажется, там дорога вот около того дома идет. И в дом бы на самом деле я тоже заглянул. Как бы он не близко, но надо идти. У меня, по-моему, инструменты. Да, у меня есть набор юного рыболова. Я смогу сделать удочку. Что это? Я даже знать не хочу, что это такое. Уже виднеется ангар военки собора. А вот где-то... Вот в начале вот этого леска должно быть озеро. Я подумал, почему бы не заняться рыбалкой. Так, честно говоря, я не знаю. У меня, наверное, навык рыбалки нулевой. У меня есть мачете, тесак. Так, погоди. У меня есть только банки, из которых, по-моему, делается один одноразовый крючок. Блин, а я последнюю банку выкинул. Вот это я неосмотрительно, конечно, поступил. Костяные крючки были бы профитней. Да. Беда. На военку приземлился снаряд. Ну, туда, в принципе, я и не планировал-то особо. Мало ли кто там недоброжелательный. А вот здесь вот я вообще планировал порыбачить. Честно говоря, сейчас, конечно, посмотрю, что у меня получится. Но, сдается мне, рыбалка будет не то, что прям очень продуктивной. Что-то мне все кажется, что за мной кто-то бежит. Какая-нибудь дичь неприятная. Удочка есть, дамажная, ну и ладно. Так, набора. Ага, набора вообще ни о чем осталось. Наверное, и на одну удочку не хватит. А я набором не смогу починить. Да, ее уже, наверное, ничем не починить. По-моему, обычная удочка чинится эпоксидкой. А вот такая уже нет. Так, ну, что мне надо? Мне надо... Мне надо... Наверное, что? Так, у меня... По оружию у меня Мосинка. От Мосинки я патроны кладу сюда. От дробовика сюда. Ну и этих у меня дофига тоже кладу сюда. Это я складываю в одну банку. А, у меня, кстати, вот еще 2 банки, да?
Да, шикардос. Это делать крючок. Это 2 крючка. Плюс, если что, сниму еще одну банку у себя с разгрузки. И сделаю еще по... Точнее, не по, а всего 1 крючок. Ну и заодно посмотрю, правда ли этих крючков хватает только на 1 рыбалочку. Ну да, они бэдли. Так что на большее рассчитывать не стоит. Даже не буду вставать с колен. Так, выкопать. А может я грибов еще накопаю? Я даже, наверное, весь нож буду убивать, если найду прям... Ага, короткая палка. Шикарно. Очень нужная вещь. Я даже ее возьму. Так, а патроны пусть пока тут все-таки повисят. Нифига себе. Количество патронов изменяется прямо на глазах. Было 10, стало 5. Было 10 дробовых, стало 1. На самом деле их так у меня и было, но они почему-то неправильно показывают, когда висят на банке. Ну что ж такое-то? Ну давай, давай, поймайся хоть что-нибудь, там маленький кусочек. Мне чуть-чуть не хватает. Добежать до алтаря. О, карась хорош. И крючок готов. Так, где второй крючок? Погнали. В этот раз быстрее, но карп попался вообще ни о чемный. Ну, удочка, кстати, почти заруинилась. Так. Погнали посмотрим, что у нас теперь по мясу выйдет с этого дела. Ну, слушайте, с карпа очень даже хорошо получилось. Похоже, все-таки вот тот момент с курицей, это был мой косяк. Я разделал ее хреновым ножом. И, возможно, из-за этого у меня куски были настолько вот маленькие. Конечно, навык, по-моему, тоже влияет. Филе карпа, филе карася. Но нож всему голова. 2 палки у меня есть. Даже почти 3. Разместить. Сейчас запечем. Так, ну надеюсь, мне этих 2 кусочков хватит как минимум, чтобы оббежать собор. Ну я как, буду так поверхностно его оббегать? Или может мне сразу рвануть поближе к алтарю на самом-то деле? Ну, возможно. Подумаю, когда, короче, все это дело съем. Там будет видно, есть у меня время или его нет. Кстати, после готовки немного меньше, по-моему, стало мяса. Я сейчас посмотрю, 81%. Сейчас прикинем, сколько останется после приготовления. Ну да, вот осталось 59. 59%. Значит, уменьшается все-таки при запекании. Причем нехило так. 92 градуса. Так, ну-ка, ну-ка, ну-ка. Подуть сначала. Нечего горячее хавать. Так, 57. Пойдет. Первый кусочек я уже съел. Кстати, вот карась вроде бы как и получше насыщает на первый взгляд, чем карп. Хотя карпа, по-моему, было больше. Ну, яблоко у меня побелело. Хотя это вообще ничего не значит совершенно. Зомбей уже наспавнилось тут. Или откуда они приперлись? Короче, наверное, я смотрю вот эту вот автостоянку. Там буквально вот ближайший домик один. И сваливаю в новый собор, скорее всего. Сразу же не буду тут лутаться ходить. Тем более, что церковь довольно-таки большая.
Я вот в зуб даю, здесь есть полтеры, причем не один. Так что побежим сразу туда и оттуда уже двинем к алтарю. Тем более, что тут вообще рукой подать. Не. По-моему, это инструменты для грубой работы. А, нет, юного рыболова. Юный рыболов — это кайф. Так, вот этот мы выбрасываем. А здесь где-то на пару удочек так точно. Это хорошо. Юный рыболов — это еще протянем маленько. Не знаю, то ли от веса, то, что я столько всего с собой таскаю, то ли чего. У меня по 2 стрелки вниз идет голод. Да и жажда, кстати, тоже. Так что не будем тянуть. Лутаю вот эти 2 дома. И валю обратно. Ну все, дальше я не пойду. Терять время только. Хоть, может, я бы там и нашел какую-нибудь консерву. Но более вероятно, что я там найду неприятности. Причем, возможно, несовместимые с жизнью. А у меня еще вон там ждут неприятности. Так что не будем заставлять их очень сильно ждать. Сразу направимся туда. Ну вот вроде как и добрались. Нас вот прям таки встречает церковь. Честно говоря, к ней подходить у меня вообще желания очень мало. Тут все такое заросшее, все такое страшное. Наверное, буду обходить я ее сторонкой. Чтобы не случилось чего неприятного. Слышал я, тут кто-то пробегал. Походу, человече. Брюки. Что там? О, квасок. И попить, и крючок. Хорош. Вот он, кстати, тут бегает неподалеку. Пойду спрошу пожрать что-нибудь. Может, обменяться захочет. Здорово. Необщительный молодой человек. Прям совсем. Ну ладно. Нет и нет. Так, в ментовку смысла особого идти не вижу на самом деле. Что там меня может ждать? Ничего хорошего. Хотя, если там не так много местных жителей, то почему бы и не заглянуть на самом-то деле? Только надо быть повнимательнее. Лопата валяется. Кристиновская лопата. Возьму. Опять-таки попробую я выкопать с помощью нее каких-нибудь грибочков, если получится. Раньше получалось, во всяком случае. Так, это баллистический, не надо. Дверки в порядке. О, штурмовой, престин. А, урон от попаданий. Та-та-та. Баллистический. Так, какой лучше? Будем изучать. 31, комфорт 50. Его защита больше, комфорт больше. Берем этот. Выбор сделан. Дробовик. У меня есть, по сути, дробь-то, но, блин, это таскать с собой вот такую бандуру. Мосинка. Мосинка у меня тоже имеется. Так, север, северо-восток. Вот туда. Ну, погнали.
Зомбарики, да, тропа, то, что надо. Наверное, держаться надо нее. Она тем временем... А хотя, что ей держаться? Вон, вон алтарь-то. Дойти чуть-чуть осталось. Ну, как бы я уже рассказывал, что когда только начинал играть на неудержимых, алтарь это была заветная такая цель, куда я всегда двигался в первую очередь. Ну и, наверное, этот сезон закроем тем же. Если не помру где-нибудь сейчас от чего-нибудь внезапного. Лутаться я не стал в этих городах, испытывать судьбу лишний раз. Все-таки сезон вот со дня на день, наверное, закончится. По-моему, на первом сервере уже был вайп. А вот на этом еще нет. Да и хочется на самом деле узнать расценки. Чё почем, чё нести туда, чего искать. Чтобы уже с начала нового сезона быть во всеоружии. Так, я потерял вышку. Ну, во всяком случае, мне вот по этой лэпке, это я помню прекрасно, знаю, что эта лэпка меня приведет чуть ли не к самому забору. Так что по ней и двину. Ну и, кстати, так в свободном передвижении без спринта у меня даже белый голод вполне себе. Я думал, будет хуже, честно говоря. А вот рыбка меня реально выручила. Хотя она дала там калорий вообще ни о чем. Вот, кстати, и вышка. Но, тем не менее, добрался. Ну, как бы цель номер 1, можно сказать, выполнил за этот сезон. Не с первой, конечно, попытки, не все было гладко, но можно меня понять. Так сказать, с нуля, можно сказать, новичок. т.д. и т.п. Все дела. Так, там у нас торговец, по-моему, заведует телепортами всяческими. Тут пьедестал такой, с которого прыгать. Почему-то я пробежался по воде. О! Здорово. А к тебе как обращаться? Никак? Я не знаю. У меня ничего не появилось. Как бы может просто на него наводить там монетками. По-моему, за монетки вот это вот все продается, покупается. Как там они? Златники, по-моему, называются. Их выторговать, насколько я помню, у группировок. Идем дальше. Что-то фризы пошли какие-то нездоровые совершенно. Хотя FPS вроде в норме. Ну вот, о чем я и говорил. Аномалия прямо на алтаре. Без всякого стыда. Так, что тут имеется? Раньше стояли палатки. Типа туда скидывали ненужный лут. Сейчас я этого как-то не наблюдаю. Хотя вот на самом деле есть бочка. Вот станок для обжимки. Бочка для костра. Открыть. Вот тут можно зажариться, повариться. Сверлильный станок. То есть здесь можно прийти наделать патронов, если там собирали. Так, а это у нас трейд. Вот, здесь появляется. Купить диагноз за штукарь. Угу. Откуда у меня, кстати, 150 рублей? А, ну да, у меня же там. Обменник. Медицина. Так, антитоксин. Ну, цены, да, цены такие кусачие. Но это и хорошо на самом деле. Медицина ценится. Так, а вот
ни тетрик, ни такое ничего не продать. Можно только купить. У него обменник, медицина и диагноз. Ну, с этим поняли. Ну а что у вас есть, господин? Так, продать это ничего не купить. Магазин для иш. Тут тоже из оружия и магазинов ничего не купить. Можно только продать. Пистолеты, дробовики, болтовки. Мосинка 1000 можно продать. Что у нас тут за 1500? СВТ за 2. М14, которую я ни разу не находил. А вот, по-моему, я М39 находил. Ну, зря выбросил, кстати, зря. Цена у нее самая дорогая. Далее, что тут у нас? Пистолеты-пулеметы, которых довольно-таки много. Вот Скорель почему-то за 3000, но я ее продать не могу. Может, кстати, потому что она у меня за плечом висит. Может быть. Так, приклады. Тоже из этого ничего не купить. Ножи, штыки. Вот только можно купить. Инструменты. Ну и они довольно-таки неплохо стоят. То есть, в принципе, торговать ими среди выживших можно. И очень даже неплохо. Книжки тоже можно продать, но тут практически за бесценок. И я думаю, что книжки также покупают какие-нибудь группировки, которые здесь есть. Вот это все тоже довольно-таки дорогое. Им свет, компас, фонарик, консервный нож, а кастрюля тут. Возможно приобрести куртки. Охотничьи штаны. Рюкзаки. Тоже даже самый бичевский рюкзак покупается за 2 косаря. Так что, ну, на самом деле проще с зомбаря снять. Их, кстати, не продать, тащить их сюда бесполезно. Аптечка, вот аптечка полезна. Я не думаю, что их прям так раскидано. Семена каннабиса можно продать. Средневековый шлем, булава, меч. Кастет, сигарета, каннабис. Почему-то он у меня опять-таки не продается. А, или это вот количество по 12 штук сразу продать. А вот папиросная бумага хорошо стоит, аж 200. Ну и все. Как бы не так уж и богато на самом деле. Но опять-таки это хорошо. Это увеличивает... Ты, блин. А ты кто такой? Прикольно на самом деле. Да, это увеличивает вот это вот все бартер между игроками, что на самом деле очень круто. А вот, собственно, и скупка. Скупщик обычно покупает практически все. И на самом деле он дает не так уж и много денег. Вот как можно увидеть, книги даже покупает. Винчестеры, которые вообще нафиг никому не надо. Прицелы. Даже сетку покупает. Давай продадим. Продать сетку. Мешковина. Мешковина 1,5 штуки за 10 штук, правда. Чтобы 10 штук найти, это еще надо постараться на самом деле. Магазины, ножи. Что еще у тебя имеется? Флаконы он покупает. Тайное знание.
Комплект крови за 650. Неплохо. Главный комплект крови за 650, а образец 113 за 600 покупает. Блин. Ну да, вот документы, кстати, можно ему притащить. Важный и секретный. То есть, в принципе, ну, зря я их выкидывал. Я их находил столько, что сюда принести можно было накидать неплохо так. Так, ну это все продажа, из-за маги. Пустынный орел аж 16 косарей. Причем это обычный пустынный орел, а не изоморфовский. А, наверное, из-за морфовского и не существует пустынного орла. Типа, нужен только магазин для него. А дедовский обрез и венчак, они потому что не имеют магазинов. Наверное, так. Вот, кстати, части мутантов. Ну, такое. На самом деле, группировкам наверняка их продавать намного выгодней. Артефакты. Цена продажи 1. Угу. Сейчас. Кто их за 1 продаст? Детектор медведь, детектор отклик. Интересно, детекторы вообще есть в спавне или их надо по-любому делать самостоятельно? Ну вот, собственно, и закончилось. Все, что тут было. Эти кастрюльки я почему-то так и не нашел. А тут никого. Попробую сгонять еще на Зенит. Может, там какой-нибудь торговец затерялся. Хотя на Зените, скорее всего, продаются, может, тачки или какие-то запчасти для тачек. Но, честно говоря, я не помню, чтобы... О, тут спаун есть. Прикольно. Не помню, чтобы на неудержимых вообще были какие-то такие продажи по тачкам. А может, здесь и нет никого. И ничего, кроме аномалий. Обежал я здание целиком внутри. Никого в нем нет. То есть вот те торговцы, это в принципе все, что есть на алтаре. В основном там можно только продать. Я так понимаю, что основная торговля идет даже не здесь, а возможно где-то у группировок. Так что в следующем сезоне, я думаю, с ними надо будет более тесное сотрудничество налаживать. Но опять-таки, если у меня пойдет выживание, да я думаю, куда я денусь, конечно, пойдет. Ну что же. А на этом, я думаю, сезон стоит заканчивать. Я добрался до своей цели, до алтаря. Всегда любил это место, но почему-то тут сегодня никого нет. Наверное, опять же, потому что конец сезона. Залезу даже на крышу. И на этой приятной ноте буду заканчивать. Стенд есть. Торговца нет. Ну, может быть, здесь планируется какой-то торговец с оружием. Хотя вроде как он есть там. Ну да ладно. Будем смотреть, изучать дальше и выживать. А всем спасибо за просмотр и до скорых встреч в новом сезоне. Всем пока-пока. Еды Руинет. Вовремя.